сегодня будет лекция профессора Грэма Форда. Он является, как англичане говорят, field leader в области инженерии, значит, вот Институт архитектуры, инженерии и информационных систем. Тема его лекции является, Александр Михайлович сегодня еще раз расскажет, насколько актуальна для нас, и мы специально попросили профессора Форда именно на эту тему прочитать нашим студентам и нашим преподавателям лекцию о системе Еврокодов и системе контроля стандартов, с которыми они работают в Великобритании. Александр Михайлович. Коллеги, добрый день. Вы все знаете, что есть СНИП. Теперь появился Еврокод. Мы входим в еврозону. И система нормирования строительства, все будет связано с Еврокодом. Вся Европа работает. Но ни один Еврокод целиком в чистом виде не идет в любую страну, будь то Франция, Англия. И нам очень переводы Еврокодов уже появились. Наш головной университет КГАСУ их переводит. Это основная часть, но должна быть региональная составляющая. Для России будет своя региональная составляющая. Естественно, наши климатические условия отличаются от европейских, поэтому мы сегодня будет, я надеюсь, интересный доклад, как и вчера, в чем же составляет региональная составляющая этих еврокодов. Это очень важно, поскольку они уже пришли к нам, и завтра вы будете строить по этим нормативам. Если мы этого не будем знать, мы просто вместо вас будут работать иностранцы. Отнеситесь к этому очень серьезно. Грэм, how long will you lecture? I've got about 34 slides, so about an hour. 1 hour 20 minutes, Yeah, something like that. Depends how long is the translation. I can't judge. Hour. Как обычно, 1,5 часа. Please. Okay, good morning. Thank you very much for inviting me here. I'm going to give you a talk today on the way that structural calculations or Eurocodes are implemented in the UK with respect to building control and structural design. Доброе утро. Сегодня я хочу рассказать вам о Еврокодах и как они применяются в британском строительстве. Okay, so I'm Gрэм Форд. I look after engineering back at UEL, and this is really just about building control legislation. I'm not sure how your legislation works in Russia, but we'll go through the way that it works in the UK. Итак, меня зовут Грэм Форд, и я сегодня собираюсь рассказать вам о строительном законодательстве в Великобритании. If we start with building control legislation. И начинаем мы с строительного законодательства, контроля за строительством. So the design of all buildings and their construction in the UK is controlled by a document known as the Building Regulations. Проектирование и строительство зданий в Соединенном Королевстве контролируется документом, который называется «Строительные нормативы». And that doesn't matter whether they're industrial buildings, residential buildings, hospitals, everything is controlled by these regulations. Характер зданий в данном случае не важен. То есть не важно, строим ли мы промышленное здание, больницу, либо жилое здание. Любое строительство контролируется этими нормативами. And the system is very regulated by the government. И эта система регулируется правительством. And is devolved to what's called local government. И также местным самоуправлением. So the document we refer to, and this is the technical term for it, is a statutory instrument or a legal document that seeks to ensure the policies set out under the relevant legislation are carried out.
So that's the legal definition of what has to happen. Этот документ представляет собой юридически оформленное правило, как должны строить. So the building regulations are law, in effect, and are a legal requirement for everyone to comply with. Строительные нормативы – это закон, которому должны следовать при строительстве домов. And that is different from the Eurocodes. The Eurocodes, which we'll come on to, are not law. They are a code of practice. Также он отличается от Еврокодов. Показанный выше нормативный документ является законом, в то время как Еврокоды – это просто стандарты, которым рекомендуется следовать. However, most people use them as a convenient way of carrying out their structural design. Однако большинство людей используют именно Еврокоды как самый удобный способ строительства согласно нормам. So the building regulations that apply to the UK, and that's only to England and Wales, Scotland have their own set, are set out in what's called the Building Act of 1984. Строительные нормативы, которые применяются в Англии и Уэльсе, называются строительный акт, который был подписан в 1984 году. So Scotland and Northern Ireland have their own set of regulations. These just apply to England and Wales. Строительный акт относится, как уже было сказано, только к Англии и Уэльсу, в то время как Шотландия и Северная Ирландия имеют свои собственные нормативные акты. Which bit up point that? I see. Okay, to assist in complying with the building regulations, a number of what's called approved documents are produced. Because the building regulations, the actual Act of Parliament, is very brief and very concise and doesn't give you any information on how to do things. Также наряду с уже перечисленными документами существуют вспомогательные документы, которые подчеркивают все детали, связанные со строительством. Effectively, they say in legal terms that the building must be safe and must comply with a number of different requirements. Если мы будем рассматривать с юридической точки зрения, здание и строительство должно быть безопасным и должно соответствовать соответствующему ряду требований. So to assist the designer, a set of approved documents, and I'll show you the approved documents, go through what's required under specific headings to ensure the building complies with those regulations. Таким образом, проектировщик должен предоставить список выполненных требований, чтобы заказчик мог убедиться, что здание соответствует всем требованиям. So part A is called structure. Часть А это структура или конструкция. Part B, you should say fire safety, not fires. Mine would say. Часть Б это пожарная безопасность. Site preparation and moisture resistance and containment of contaminants and moisture. Часть С это подготовка строительной площадки, также ее устойчивость к влажности. Toxic substances. Часть Д это токсические вещества. Resistance to passage of sound. Звуконепроницаемость. So effectively sound insulation between two dwellings, in between the dwellings, for the comfort of the occupants, to make sure there's not sounds transmitted through the walls. То есть звуконепроницаемость стен, звукоизоляция между двумя квартирами в одном здании, чтобы жителям было комфортно находиться в помещении. Ventilation, how the building is ventilated and aired. Вентиляция, что является также очень важным. Sanitation, hot water safety and water efficiency. Канализация, обеспечение горячей водой и водоэффективность.
And the water efficiency is related to new buildings, not old buildings, and it's to do with how much water that building uses, and there's a certain limit of what it should be designed for. Водоэффективность относится в основном к новым зданиям, не к старым, и, соответственно, заключается в том, как много воды потребляет здание. И имеется определенный лимит воды, который здание должно потреблять, таким образом и поддерживается водоэффективность. Drainage and waste disposal, so that's solid waste disposal, surface water drainage and foul water drainage. Канализирование и вывод бытовых отходов, то есть как твердых, так и жидких. Combustible appliances, fuel storage systems, so heating, how you control the heating in the building, how you install the appliances. Отопление и топливо для отопительных систем, то есть каким образом отапливается дом, как обеспечивается поступление тепла в само здание, в квартиры. Protection from fall and collision impact, that's to do with stairs, guardrails, handrails, provision of height of balconies, is all covered in this, and the effect of collision and impact on guardrails. Защита от падений, столкновений, каких-либо других воздействий, то есть это здесь имеется в виду лестничные пролеты, балконы, то есть чтобы не было опасности падения со ступенек или с балкона или с каких-либо других опасных в бытовом смысле мест. Conservation of fuel and power. So effectively this is to do with heat use and how we maintain the heat use within the building. Сохранение топлива и энергии, в основном это касается отопления здания, опять-таки, насколько правильно мы используем энергию и сокращаем теплопотери. Access, as is part M, access to and use of building. That is for disabled access. So the use of the building and the access to the building by people who are impaired in their movement. Использование и доступ в здание, в основном это касается людей с ограниченными возможностями, то есть обеспечение легкого доступа для них в здание и перемещение внутри здания. Okay. Part N is glazing, safety, retention, impaction, opening and cleaning. So it's to do with windows. How safe are the windows? Make sure they are safe for their use. Can they be cleaned? And the way they open. Остекление. Здесь речь идет, как вы понимаете, об окнах, то есть насколько они безопасны, как хорошо и опять-таки безопасно они открываются, насколько просто их можно чистить. And part P, which is the last part, is the electrical safety of dwellings. So all electrical work comes under the building regulations and has to comply with the current standards. И последний пункт – это безопасность электрической системы в здании, то есть именно эта часть также регулируется строительными нормативами, This one in particular is specifically aimed at dwellings or houses, not industrial units or factories. They will be dealt with separately. Здесь имеется в виду только жилые здания. Нормативы для промышленных зданий другие, то есть они регулируются другими актами. Okay, all the approved documents, you can download them free from the internet, so you can access them at any time. And this is the web link. Now we should be able to just open this up from the hyperlink on there. Можно открыть? То есть все нормативные документы доступны, находятся в свободном доступе в интернете. Сейчас мы как раз таки попробуем загрузить одну из ссылок. Okay, so the building regulations for the UK are available
on what's called the planning portal. Строительные нормативы Соединенного Королевства доступны на этом сайте. And this will show you what they look like. И как раз таки вы увидите, как они выглядят. Okay, so these are all the approved documents, and they're all downloadable free, but obviously they're only in English. Здесь вы видите утвержденные документы, которые вы можете загрузить. So if you click on, say, this one, for example, structural safety. Если вы кликните на безопасность конструкции, Gets exciting. So you can access these at any time if you wish. The link is free. то есть, если вы хотите, вы можете пройти по этой ссылке и посмотреть все сами. Okay. It'll open up. So you can save it as a PDF. Вы можете сохранить данный документ в PDF-формате. And you'll see that as you go through it, the first part tells you how it changed from its last version. And on the front cover, it tells you the latest version. So this will tell you where we've changed the regulations since 2004. And then so this is 2010 amendments. So it's a 2004 edition. It's been amended in 2010. There hasn't been any changes since then. And the first page tells you where the main changes have taken place. So if you're familiar with the old code, you will see what the revisions are. На титульном листе вы видите дату выпуска данных нормативов. На втором листе, на первом листе у вас идет данные об изменениях. То есть, если вы знакомы с предыдущей редакцией нормативов, то вы, соответственно, можете просто просмотреть изменения и уже будете в курсе новых стандартов. Если же вы не знакомы с новыми нормативами, то нужно будет изучать весь документ целиком. Within this one, which is the structural design one, it then tells you what other codes you should be using. So this is not the full code. This tells you where to use what codes. Этот норматив представляет собой нормативы по структурному проектированию. Если же и также он говорит вам, какие другие нормативы вы должны использовать, с какими другими нормативами вы должны быть ознакомлены для дальнейшего для продолжения строительства. То есть необходимо каждый норматив посвящен какому-то определенной теме. So if you go up a bit. If you go up, so then there's obviously an index, and if you go a bit further, yeah. So there it tells you the different loadings you should take into account: use of structural timber, use of structural masonry, reinforced and pre-stressed concrete, steelwork, aluminium foundations. These are the references that relate to what you should be designing to. Также здесь вы можете найти ссылки на то, что вы должны принимать во внимание. То есть, предположим, использование древесины, использование кирпичной кладки в строительстве, использование бетона в строительстве, применение нагрузок к данным материалам. If we just go up a bit more, we can go past the index. So this is the way it's written. It's a very wordy document. But if you keep on going up. Okay. This part here is what the actual building regulations say. So this is the law that says the building can be structured in such that combined then imposed loads. It tells you how you should design it, but doesn't give you any other information than that. So that is the actual interpretation of the Act. And the rest of the document is to enable you to carry out that instruction. Сначала вы можете увидеть
непосредственно нормативы, которые являются частью закона, то есть те требования, которые должны выполняться. Дальше уже вы сможете найти объяснение, каким образом выполняются требования и что вы должны делать. So, for example, it says the building should be constructed so that the ground movement caused by shrinkage or swelling, shrinkage or freezing or subsoil slip doesn't impair the safety of the building, but that's all it tells you. То есть, например, здание должно быть построено следующим образом, чтобы обеспечить безопасность находящихся в нем людей. Но это не дает вам никаких деталей, не объясняет, как это нужно сделать. So it's up to you as a designer to comply with that and make sure the design you do is not affected by these conditions. И это ваша задача как проектировщика решить данную проблему и построить такой дом, который соответствовал бы требованиям, но отражал ваши идеи. If we go up a bit more, just keep going. I'll tell you when to stop. That's okay. Yeah, keep going. Told you about the codes of practice, and then go on. Okay, there's some sort of guidance on the restrictions on this particular code. So this gives you the size and proportions of certain buildings that the code applies to. Outside of that, then you need to use general engineering principles to undertake your design. So this will relate to certain sizes and it limits the design. Здесь вы видите руководство по строительству, то есть здесь предоставлены размеры и пропорции дома и предоставлены ограничения на эти размеры и пропорции. Соответственно, вы должны следовать всем требованиям строительства, которые вы знаете, всем нормативам, и учитывать данные нормативы. Вы можете варьировать размеры и пропорции, но в пределах установленных рамок. Just up a bit more, and I think we'll go back to the normal slides then. Yeah. So it gives you all of these diagrams about how you can interpret and effectively the scope of which this code will apply. Здесь вам даются примеры, как вы можете трактовать тот или иной закон. В данном случае этот определенный закон. Okay, if you just go up a bit more, and I think that'll be it then. So it gives you certain parameters of the way that you can use particular things that only relate to this code. Также дает определенные руководство, как использовать, как работать с той или иной деталью. So in real terms, this means that for very small buildings, normal domestic and residential buildings of a small scale, you don't need to design every element of it. You just use the guide to do it. То есть, например, если вы строите небольшой дом, то не многоквартирный, соответственно, вам не нужно придумывать и рассчитывать все это самому, вы можете просто использовать данное руководство. Can we go back to the presentation now? That's it. Thank you. So these documents are very extensive, but they're not exhaustive. And in turn they refer to additional documents, such as the Eurocode and previous British standards. Данные документы представляют очень широкую область знаний, и для большей детализации они отправляют нас к Еврокодам и к предыдущим британским стандартам. So some documents that we've seen there are split into a number of parts. For example, Part L deals with the conservation of fuel. Некоторые документы разделяются на части. То есть в данном случае мы рассмотрим часть L. So Part 1A is the conservation of fuel and power for new dwellings. So it's separated out from existing. So you'll see that conservation of fuel to existing dwellings.
So there's a different set of regulations that apply to new buildings as opposed to alterations to existing buildings. Сохранение топлива и энергии в новых зданиях, то есть здесь идет речь только о новых зданиях, в то время как пункт Б регулирует сохранение топлива и энергии в существующих зданиях. Any alterations to an existing building requires building control approval. Любые изменения в данной системе существующих зданий требуют одобрения в соответствующих инстанциях. So the second part of L deals with buildings other than dwellings, so hospitals, schools, universities, factories. Пункт 2А имеет дело с сохранением топлива и энергии в новых зданиях, в новых нежилых зданиях, таких как, например, университеты, офисные здания. And we have the same for the conservation of fuel and energy in existing buildings that are not dwellings. So they come under, these are the same regulations but with different limits within each section. Пункт 2Б касается сохранения топлива и энергии в уже существующих нежилых зданиях. И повторяет пункт, уже упомянутый нами, однако ограничения уже другие, то есть нормы немного меняются. It's not reasonable to expect an existing dwelling, if you do alterations in it, to bring it up to the same standard of heat insulation that you would do a new building. It just will not be achievable. Невозможно и непрактично ожидать, что изменения, которые вы производите в существующем здании, приведут к тому, что данное здание будет настолько энергоэффективно, как и новое здание. So to gain building control approval, so that tells you what you need to do, but it doesn't tell you how you get approval. Чтобы строительство здания было одобрено, мы сейчас рассмотрим, что нужно сделать. So by far the vast majority of building work requires building control approval that includes alterations to existing buildings. Так как большинство строительных работ требуют одобрения строительными нормами, а также сюда включаются работы по изменению уже существующих зданий. There's a couple of exemptions where buildings do not require the government's approval. And basically, those buildings are the ones owned by the Queen and by the law courts. Существуют некоторые типы зданий, которые не требуют одобрения правительством. Прежде всего, это здания, которые принадлежат королеве, и здания, которые принадлежат местному населению. So they set themselves above everybody else. Они располагают себя выше всех остальных. Okay, there's two routes for obtaining approval. So, to obtain building control approval, you carry out your design, you carry out all your preparation, and you either apply to the local authority or to what we have what's called an approved inspector. Существует два способа получения разрешения или одобрения вашего проекта. То есть сначала вы, естественно, делаете такой проект, чтобы он соответствовал всем требованиям, и затем вы обращаетесь в местную администрацию, которая является в данном случае контролирующим органом и которая решает, соответствует ваше здание требованиям или нет. Либо вы можете обратиться к аккредитованному инспектору, который также решит данный вопрос. The approved inspectors are relatively new. They are a recent addition to the construction industry. Инспекторы это они достаточно редко используются, недавно начали использоваться, и, соответственно, многие также к ним обращаются. Previously, only the local authority or local council would be allowed to give you building control approval.
До этого только местное самоуправление могло дать вам разрешение на строительство здания. So the process of obtaining building control, so they're the people you apply to. What you need to do is you produce your working drawings and any associated calculations, required energy audits or efficiency calculators, and you submit them with the appropriate forms and a fee to either of the two organisations. Процесс получения разрешения на строительство. Прежде всего вы предоставляете все чертежи, все планы, расчеты по различным аспектам касаемо строительства. Также вы оплачиваете все необходимые пошлины и предоставляете весь этот пакет документов в одну из перечисленных выше организаций. They will either give you full approval or a conditional approval. That will include a list of items that need attention. So they'll go over your designs, they'll check everything, and then they'll either grant approval or they'll give you a conditional. On occasions they will refuse it, but that doesn't mean to say you cannot get approval. Данные организации могут дать вам либо полное разрешение, либо частичное разрешение. Частичное разрешение включает в себя список того, что вам нужно будет либо переделать, либо на что вам нужно обратить внимание, либо то, что не соответствует нормам. Таким образом, полное разрешение вы можете получить только устранив данные недочеты. Также иногда вы можете получить отказ, но это не значит, что вы не можете строить здание, то есть вы должны просто пересмотреть, переделать ваши документы и можете подать заявление снова. Refusal is usually because you haven't given them sufficient information, and they have to decide these within a certain time period. So they have 5 weeks to either approve or reject. So if you give them insufficient, they sometimes have no choice but other than refuse. Отказ вы можете получить в том случае, если предоставили недостаточное количество документов, в то время как комиссия рассматривает ваше заявление в течение 5 недель, и если в течение этих 5 недель они не получают нужную информацию, то у них просто нет другого выхода, кроме как отказать вам. Following approval, the work can start on site. After advising building control that you're going to start. So you obtain approval, and then you're able to start work on site, but you need to tell them you're going to start. После получения разрешения вы можете начать работу на строительной площадке, но перед этим вы должны поставить в известность контролирующие органы. Work is then inspected on a regular basis to ensure that what you build is in compliance with the building regulations, and that is done by the inspectors who have approved your building application. Затем работа проверяется на регулярной основе, чтобы проверить, насколько работа на строительной площадке соответствует строительным нормативам. Данная работа осуществляется инспекторами, которые выдали вам разрешение. So if you deviate from the original design for whatever reason, there's a change in the proposal, then those changes need to be agreed with the inspector as you go along. Если вы вносите какие-то изменения в сравнении с одобренным планом, то вы должны поставить в известность инспектора и, соответственно, согласовать с ним все изменения. On the completion of the works, so once the work is finished, the building inspector will issue a completion certificate that says these buildings have been constructed in compliance with the regulations at that time. По окончанию строительства инспектор выдаст вам сертификат соответствия, сертификат завершения работ, который подтверждает, что все работы были выполнены в соответствии с строительными нормативами. So it's very heavily controlled. Это очень жестко контролируется. But those visits are not the same as supervision of the works. Но эти визиты инспектора это не то же самое, что и контроль за работами. So the inspectors visit the site at their discretion when they feel is appropriate and inspect the work that's being carried out.
but that's only to ensure it complies with the regulations. Инспекторы посещают строительную площадку, наблюдают за работами. Это производится только для того, чтобы проверить, соответствуют ли выполняемые работы одобренным. The building inspector is only to ensure compliance of the works and the regulations, and not necessarily to see whether the design overall has been carried out or complies with the specification written by either the architect or the engineer. It's only to ensure that we've followed the correct legislation in terms of safety, heat loss, things like that. It will not make sure that it has the door handles that you've designed. It will not do that. То есть инспектор проверяет только соответствие строительства нормам строительства, в то время как соответствие планам архитектора, планам проектировщика инспекторами не проверяется. Planning control, I thought I'd throw this in as well, is something slightly different. So building control, it doesn't mean that you have the permission to build a building. Контроль планирования и контроль строительства не означает, что вы имеете право строить здание. Okay. So in the UK, another process that's required before building control is applied for. So this is to apply for planning permission to actually build the building in the first place. То есть кроме соответствия строительным нормативам, вы также должны пройти контроль планирования. Okay, in the vast majority of cases, this is decided, permissions are required to allow development to take place. То есть в большинстве случаев планирование подразумевает дальнейшее развитие данного региона, данного района, где вы собираетесь строить, то есть возможно ли строительство вашего здания в данном районе. And it's normally granted by the local planning authority, which is the same organisation that usually controls building control. И чаще всего данное разрешение выдается местным аппаратом по планированию. But at this stage, the planning authorities are not concerned on what the structure is made of, what the windows are. They just are concerned about how the development will fit into the environment and whether it looks appropriate. На данном этапе комиссии не важно, какие материалы вы используете, насколько здание соответствует строительным нормативам. Здесь важно то, как будет развиваться ваше здание в данном районе и насколько оно впишется в окружающую среду данного района. There is an appeal process if planning permission is refused. Также существует процесс, когда планирование не обязательно. Okay, so that's the full range of what building control and how building control works. Instead of going through all the documents are free to download, but the principles are there. They're the processes that we would need to go through in able to build a building. Здесь вы видели, вы посмотрели то, что вы должны сделать, чтобы получить разрешение на строительство здания и какие инстанции вы должны пройти. Some of these slides are produced by one of my staff, so we're going to go through. This is really just an introduction to the way the Eurocodes work. Now, you must remember that the building regulations set out that things should be designed in a safe manner, and it refers to different codes of practice. And at the current stage, the Eurocodes are not part of that process. Сейчас мы поговорим о Еврокодах. То есть, прежде всего, это правила, которые делают здание безопасным и для жителей, и для окружающей среды. Но данные коды не являются частью законодательства. Right, so you have to remember that the codes of practice are what they are. They're codes of practice, they're not law. So you don't need to comply with them. Как уже говорилось выше, коды — это практика, а не закон. It's recommended that you use these codes of practice in your structural design, and the Eurocodes are the new ones to bring harmony across Europe. However, designs are possible using other codes of practice.
So if you feel it's appropriate, you can use the Australian code of practice, or you can use the American code of practice, if it fits the design that you're doing. То есть данные коды не обязательно, они только рекомендованы. И вы можете их использовать, и в Европе они используются для достижения гармоничного облика городов. Однако, если вы считаете необходимым, если это подходит вашему проекту, вашей ситуации, то вы можете использовать любые другие коды, то есть американские, австралийские, либо какие-то еще, если они подходят и соответствуют вашим требованиям. The majority of companies will use in the UK the Eurocodes because it's most appropriate and it's easy to follow. But there will be certain because all codes throughout the world are based on the same principles of engineering design. В Соединенном Королевстве чаще всего используются еврокоды, потому что они наиболее простые в использовании и соответствуют всем требованиям. Однако большинство кодов, они построены на одних и тех же принципах, то есть вы можете варьировать в зависимости от своих пожеланий. But there will be subtle differences between some of the codes, and some of the codes will allow certain conditions that others won't, and therefore in certain circumstances, in very extreme conditions where you're designing something very specific, it may be appropriate to use an alternative code. Однако существуют и различия в каких-то свойствах, то есть если ваш проект специфичен и если он отличается от всех остальных, если у вас какие-то особые условия, то вы можете использовать именно те коды, которые подходят вам. But you can produce your designs using the fundamental principles of the use of structural concrete or the use of structural steel. However, you need to demonstrate those principles in your submission that you do comply with the fundamental grounding rules of engineering. При проектировании вы можете пользоваться всеми фундаментальными принципами, однако при оформлении документов вы должны перечислить, какие требования вы соблюли и какими кодами и стандартами пользовались. So all the structural calculations you do for the design of a building or a roller coaster or a retaining wall will be checked by the inspectors, first of all, as independent inspectors. Вся информация, которую вы указали, будет проверена независимым экспертом. So Eurocodes. These are a new set of European structural design codes for building and civil engineering works, and intend to be mandatory for all European public works, and likely to become the ones that are adopted by the private sector, but they don't have to be. The intention really was for public works and to bring some harmony across Europe and comparison between different countries to have the same designs. Итак, еврокоды были созданы для удобства общества, для удобства частного сектора, чтобы европейское сообщество имело какие-то общие правила для строительства. So the aim of the code, as it says there, is to improve structural safety and enhance the competitiveness of the European construction industry. So companies in France can apply to tender for work in Europe, in England, and across the whole of Europe. So it would be much more of an open market, and we would all be designing and constructing buildings to a similar standard. Not exactly the same, but a similar standard. Итак, цель еврокодов – это улучшение безопасности зданий, а также повышение конкурентоспособности европейской строительной индустрии. Например, французская компания могла бы участвовать в тендере на строительство в Англии. Таким образом, еврокоды способствуют не ограничению строительных компаний, но в то же время облегчают работу и устанавливают общие рекомендации для строительства. And the implementation of the codes, they were published in the main European languages between 2002 and 2007, and should replace the existing conflicting national codes, because they were all different. Коды были введены в действие и переведены на все европейские языки в период 2002 по 2007 годы,
И в марте 2010 года они заменили существующие, скажем так, конфликтующие национальные коды каждой страны, которые могли противоречить друг другу. So the benefits is to provide a common understanding regarding the design of structures between owners. So across Europe, the designs would be the same, the owners would understand it would be a common practice. And this applies to all the people in the process of designing a structure. The owners, the designers, the contractors, the suppliers, we will be working to a set of standards that were common across Europe. Преимущества Еврокодов следующие. Они обеспечивают всеобщее единое понимание, касающееся проектирования зданий. Поэтому все участники этого процесса, как заказчики, проектировщики, подрядчики, непосредственно производители строительных товаров, строительной продукции, могут пользоваться общими правилами в строительстве. And it should increase the competitiveness, so we should be getting better value for money out of these codes for larger projects. Как было сказано, Еврокод способствует повышению конкурентоспособности европейской строительной индустрии, как гражданского строительства, поэтому конкурентоспособность достигают все участники строительного процесса, и дизайнеры, и подрядчики, и заказчики. So in all, from here down, really, we're looking for a common approach across Europe. We're looking at a common approach for design, for the use of structural components, for marketing, and on the common basis for research and development of the construction industry, is to make it a more of a global or a European process. Следующие 4 пункта, в следующих 4 пунктах содержатся характеристики, позволяющие сделать процесс строительства в рамках Евросоюза более глобальным. Здесь и вопросы маркетинга, и вопросы обмена строительными услугами между европейскими странами, участниками ЕС, а также общие основы в исследовании и развитии строительного сектора. So national annexes. So the national annex, so the code of practice is common, which relates to how you design in either steel or reinforced concrete. However, there's a national annex that goes with every code, and that national annex is unique to that country. So it will choose its own level of safety and include durability and economy applicable to their territory. So in countries where there's a higher snow loading, then they will have different design loads for their snow. The same as wind. If it's windier in some parts of Europe than others, then their wind code will be different. And the way they factor their loads will be different. В то же время каждая страна имеет свои особенные национальные приложения, касающиеся Еврокодов. Прежде всего, эти характеристики касаются правил безопасности. Например, в странах, где больше выпадает снега, свои особенности, свои нормы. If you imagine the amount of snow you get compared to somewhere in Greece where it will be a flurry, therefore you would have designed for a much higher snow loading than somewhere in the Mediterranean. То же самое касается, например, Греции, где велика вероятность наводнения. Там нормы будут иметь некоторые свои особенности, чем те регионы, которые находятся в центре Европы или где может выпадать снег. The safety is a national responsibility, not a European responsibility. So that part of the code that requires you to design in a safe manner is given over to the individual countries to determine the level which they wish to operate at. Требование безопасности является национальным приоритетом, является приоритетом каждой страны. Это не ответственность Евросоюза, поэтому каждая страна устанавливает свои собственные правила. As I said, this relates to what I've already said. The differences in geographical and climatic conditions, wind map, snow, all different levels of protection. So these are determined nationally. Итак, национальные характеристики, национальные параметры характеризуют возможные различия в географическом и климатических условиях стран и определяют различные уровни защиты, которые могут быть подвержены и использованы в той или иной стране в зависимости от ее местоположения и климатических условий.
a Eurocode is not ready for use until the country has produced its own national annex. So if you're in a country there that they haven't produced a national annex and they're part of the Eurocode system, they cannot use the Eurocode. Еврокод не может быть использован в стране до тех пор, пока у страны нет своего собственного приложения, изданного приложения к Еврокоду. So these are the codes, basically, and these are the number of codes. So as you can see, there's a considerable number of codes of practice now from before. Далее вы видите номера Еврокодов, которые характеризуют различные параметры. So they're split into different materials, but the very first one is the basis of structural design, how structural design should be carried out, and the next one down, code 1, is the actions on structures. That's the loads applied, what load will be applied to the structure and how the load will be applied to the structure. Самый первый Еврокод под номером 0 – это основа проектирования, основа структурного проектирования. Далее Еврокод 1 – это воздействие на здание, различные условия, которым может быть подвержено здание. So these are all ultimate limit state design, and for the UK the biggest change was in timber structures and geotechnical design. The rest were very much limit state design before we started changing to Eurocodes. Concrete and steel were always in ultimate limit state. Composite structure probably wasn't, but definitely timber and geotechnical design were not in limit state. So they've changed, have been the biggest changes to us operating the Eurocodes. Основные изменения в Великобритании коснулись таких параметров, как деревянные конструкции и геотехническое проектирование. Остальные же параметры, как бетонное строение, стальные конструкции, алюминиевые конструкции, они остались без изменений. Okay, but with all of these, you still have to, the national annex applies to each one. So, for example, this is the website for the Eurocodes, but they're not free. Это адрес, где представлены Еврокоды, но он не в свободном доступе. They're expensive. Достаточно дорогой. Okay, so for example, if we look at Eurocode design of concrete structures, this is the front cover of the Eurocode. Это обложка Еврокода, посвященного проектированию бетонных конструкций. And then there's a national annex, which is general rules and rules for building. So this, you need to read both of these together to be able to design and reinforce concrete. А это приложение, национальное приложение к Еврокоду, проектирование бетонных зданий, он содержит общие правила и правила по строительству. Поэтому, если вы хотите что-то спроектировать, вам непременно нужно использовать оба этих руководства. So you're probably more than aware that the analysis of the structure will use fundamental tools and software to analyse the way the structure behaves. However, it's then how you transform that information from the analysis into the design of the member that will then resist the loads applied. При проектировании зданий, несомненно, вы будете использовать различные программные обеспечения. И важно учесть такие параметры, как будет вести себя здание при разных условиях, которые могут влиять на него. Поэтому использование этих еврокодов поможет вам. So the distinctive principles and alternative design rules. So this is, I'll open it all up. Okay. So the principles, the general statements, definitions, there's no alternative. Require analytical models, which there's no alternative. Is permitted unless specially. What they're trying to say is that the code says you shouldn't use anything other than this. However, you can use alternative ways of designing things. This is what's preferred. And this tells you the principles which can be changed and which can't be changed. And it's a matter of reading through the codes to understand in depth what you can and what you can't do. It's far too complicated to go through anything other than that.
Руководство содержит основные параметры определения, которые не могут быть изменены в ходе строительства и проектирования. Требования и аналитические модели, которые не могут быть изменены, устанавливаются в этом руководстве. So in the code we've got a P, it's a principle that needs to be applied, and when they're numbered, they're application of those principles, if that makes sense. P означает, то есть принцип, правило, которое должно быть учтено в ходе проектирования, а подпункт 1 или 2 уже дает более детальные правила, которые должны быть использованы в ходе этого процесса. So as it says at the very beginning, alternative design rules, it's permissible to use alternative designs different from the application given, but you have to comply with the relevant principles. So you can design by the ways, but you have to comply with this. Once you've done this, you've complied with the Eurocode. Вы можете использовать альтернативные правила проектирования, но тем не менее они должны сочетаться и соответствовать основным принципам, а также соответствовать еврокодам существующим. So these alternative designs may be developed by professional bodies, institutes, or other research is being carried out. And providing you can reference the source and you give an explanation of why you've done it that way, then you can design in accordance with that method. Альтернативные правила проектирования могут быть выполнены либо специальными институтами, либо в ходе результатов последних научных исследований. И вам необходимо обязательно дать подтверждение, почему вы используете помощь этих организаций, а также дать обоснование, почему вы к ним обращаетесь. Because these are codes of practice, and as I said before, they're not law. It doesn't say you have to do it this way. Так как было уже сказано, Еврокоды — это практические правила, это не закон, которому вы строго должны следовать. However, the vast majority of consultants will just use the code. Поэтому большинство людей используют Еврокоды. And it's all to do with effectively the type marking. So CE is a European technical standard for harmonised norms throughout the EU, and therefore, part of this is to determine the mechanical resistance, the stability, fire resistance of structure components, and that complies to buildings as well. So effectively, when you carry out your design in accordance with the Eurocode, you are complying with the CE marking. Маркировка CE – это маркировка стандартизации, которая характеризует ряд параметров. Это и устойчивость, это устойчивость к механическим воздействиям, пожаропрочность различных структурных компонентов и изделий. There's different types of ultimate limit state analysis and design. So, the Eurocodes apply factors of safety to nearly all the codes on the materials used and the loads applied. Okay, so I don't know how you apply your codes of practice or how you apply your practice of safety, but the Eurocodes effectively factor the loads applied to the structure and the materials that's used in that structure. And these are the factors that's outlined in the National Annex. So, for example, the live load on a floor will be multiplied by a factor of 60% in the design. What line on What's line on Live load. Live load, people walking about. Итак, еврокоды характеризуют факторы безопасности, которые необходимо учесть при строительстве. Это использование материалов и нагрузка, которая осуществляется на здание. Например, просчитывается то, что около 60%. There's a specified loading that you would use on the floor, and then when you carry out the design, you increase that by 60%. Например, вы планируете какую-то нагрузку на здание, и вы необходимо ее увеличить на 60%, чтобы быть уверенным, что ваши расчеты будут правильные и калькуляция совершена верно.
I'm sure you're very familiar with alternate limit state design, where you look at the failure and you factor it back to give you a safe design, rather than designing towards good working stresses. Я уверен, вы знакомы с тем, что когда при проектировании здания учитываются все возможные параметры, которые могут оказать негативное влияние, и, скажем так, предел этого негативного влияния максимально повышается, чтобы в конечном результате предотвратить какие-то негативные последствия, и здание было безопасным. Previous British standards, some have used alternate limit state design, but not all. For example, timber and foundation design, which I mentioned before, used a variety of factors, and they operated in a completely different way. So we've now moved on from that. Предыдущие британские стандарты имели четкое руководство по проектированию, но это касалось не всех параметров. Например, проектирование зданий из дерева, а также проектирование фундаментов имело ряд факторов, большой перечень факторов, которые требуются при строительстве, которые следует учитывать при строительстве. So limit state design. So limit state design, this you're probably very familiar with, so I'm not going to go through it in great detail, because I'm sure it's the way that you design things anyway. But limit states, these relate to beyond which the structure will not satisfy the considered requirements. So it's a limit to where the structure will no longer support what's applied to it. Скажем так, лимитированные показатели или минимальные показатели — это те, ниже которых, которые будут обеспечивать минимальную безопасность здания, то есть будут выполнять минимальную безопасность в соответствии требованиям минимальной безопасности. And there's two types of limit state. So there's ultimate limit state, related to the safety requirements, and serviceability limit states. Okay? Are they the types of analysis or design that you would use? Существует два типа таких стандартов. Первый тип — это стандарты, которые требуют непременного исполнения, а второй тип — это рекомендуемые стандарты. Okay. Well, this is just to ensure that it doesn't collapse, and this is to ensure it's serviceable. And the serviceability and collapse are two different things. For example, on a timber floor, it may sag too much, and that will then fail under serviceability, but not collapse. Первый раздел правил обеспечивает то, чтобы здание, скажем так, оставалось неподвижным, чтобы оно просто не рухнуло. Второй же раздел является рекомендуемым, и здесь уже определяются рекомендованные строительные материалы. Например, при строительстве пола из того или иного материала нужно обеспечить, чтобы он не треснул, не провалился, но здание при этом будет стоять целым. And then ultimately, the structure should be designed in order that the appropriate structural mechanisms of response are able to receive. This is really the definition of ultimate limit state. I think they can read it afterwards, but this is saying to you, effectively, that the structure will respond to the loads applied without failure. Свод этих рекомендаций определяет то, что здание под воздействием груза не упадет, не разрушится. And this is all based on probability. So the loadings that apply have a statistical nature. Здесь учитывается то, что нагрузка, которая оказывается на здание, является статической. In particular to wind loading, we would work out the probability of a certain wind occurring within a period of time. Например, что касается ветра, мы будем рассчитывать и изучать воздействие ветра на здание
в течение определенного количества времени. Another action that we should take into account is fire action, because fire action will weaken the structure. If it's a steel or reinforced concrete, it will have an effect on the strength of the frame. Следующее, на что мы должны обратить пристальное внимание, это пожароустойчивость. Как известно, огонь влияет на те или иные материалы по-разному, и, например, сталь будет подвержена огню одним способом, нежели какой-то другой материал. And so effectively, the structure has to take all these loads without collapsing, and it's the combination of all the ultimate loads that will be applied to it. Итак, здание должно передать ту нагрузку, иметь ту нагрузку, чтобы не упасть, чтобы не разрушиться. But this isn't just for the Eurocodes. This is for all design that you undertake. Эти параметры касаются не только еврокодов. Любое проектирование здания должно учитывать эти параметры. Okay. Serviceability limit states there are different types. So there's reversible and irreversible. And we effectively want to be within the reversible range. We don't want to subject the structure to an irreversible service limit state, because it will not then bounce back or go back into its shape. Рекомендуемые правила тоже делятся на два типа. Это могут быть так называемые обратимые минимальные параметры и необратимые минимальные параметры. We also in serviceability we need to consider deformations and displacements. So it's just not about whether the structure is strong enough to carry the load, but will it deflect too much? Will the movement be too excessive? They will be maybe the guiding factor on what size section we should use. Сюда включаются такие параметры, как деформации и смещение зданий. Будет ли нагрузка, которая оказывается на здание, будет способствовать смещению здания и его деформации. Vibrations are particularly important for large span structures such as bridges and stadiums. Уровень вибрации важно учитывать при строительстве таких больших зданий, как стадионы, а также мосты. Critical limit state is for the design of a particular structural member that limit state applies. So this is at its critical limit. Критически минимальное состояние это та, скажем так, нулевая точка, от которой идет отсчет. So we need to make sure that we don't go past the critical limit. Мы должны быть уверены, чтобы мы не перешли через эту границу, чтобы мы не перешли за эту минимальную точку. Okay. So if you look at Eurocode 1, very briefly, it then looks at the different actions that take place. So these are the actions that would have to be applied to the structure. So the densities, self-weight and imposed loads on the structure, then actions on structures exposed to fire, and as you can see, snow, wind, thermal. Здесь вы видите Еврокод 1, это воздействие на разные факторы воздействия на здание. Здесь учитываются такие параметры, как плотность, непосредственно сам вес здания, а также оказываемая нагрузка на него. Также здесь принимается во внимание воздействие огня, воздействие снега, ветра, тепла, а также различные другие характеристики. Some loads are more relevant to some structures than others. For example, thermal actions are most appropriate to long-span bridges. The movement there will be greater than a short-span bridge, and therefore we need to consider the effect of that expansion and what that will have on the structure as a whole. Тепловые эффекты следует принимать во внимание при строительстве длинных мостов, где довольно плотное и большое движение. For example, actions during execution. It may be that actually lifting the beam into place will impose a completely different loading regime on it than if it's loaded with the imposed load at a later date.
Также принимается в расчет такой параметр, как воздействие на здание во время его эксплуатации, то есть когда оно уже функционирует в полном режиме, то есть что происходит в здании и как это влияет на него. For example, a reinforced concrete column that's precast is designed to carry an axial load. If you lay it on its side and lift it by a crane, then the self-weight of it may cause the column to fracture. Например, что касается железобетонной колонны, когда ее возводят на здание с помощью крана, должны быть учитаны поперечная нагрузка, которая оказывается на него при его возведении, чтобы она не треснула. So there's various parts of the code, and you would relate to all of those. This is the way the code is made up and how the loads are applied. And this is, for this particular talk, it's too complicated to go through how you apply all the different factors. But you can see the factors, and these are the components that make up the load. So QK would be an applied load. And these are factors that you add to the load or multiply them through to get your ultimate loading. So there's a combination of different expressions that are used, but you need to read through the code and effectively look at some of the guides on how to apply those factors. Здесь представлены различные обозначения тех факторов, которые оказывают нагрузку на здание, и при помощи умножения тех или иных факторов друг на друга мы получаем конечный результат. Okay, so for this example, this is a partial factor. So this will take into account unfavourable deviations from the actions, the possibility of inaccurate modelling. So there'll be a factor you use, and that depends upon your quality control and what material you're dealing with. Например, этот параметр характеризует неблагоприятные условия, оказывающие воздействие на здание. И учет этих факторов позволит вашей команде продуктивно и качественно работать. Okay. And you can see the combination of codes are made up. So at the very top, there's design values for actions in use of combinations. So these are combinations. So permanent, transient, accident, seismic have different values. And it's a summation of these different values that give you your ultimate loading. Итак, сумма различных факторов, которые оказывают влияние на ваше здание, позволяет вам рассчитать общую нагрузку на здание. These look far more daunting than they actually are. Scary? These look frightening. Yes, definitely. Too many things. Yeah. So these are all, there is software that will help you design and apply and guides, but these are the basic principles of how the values are put together. На самом деле существует специальное программное обеспечение, которое позволяет рассчитать все эти параметры, но основные параметры, которые берутся в расчет, они представлены на слайде. Okay. And these are where the factors come from. So on the last one, on this one here, if I go back, you see here, this sign here, that value is obtained Это from this величина. table. Эти величины можно получить из данной таблицы. So you can see for different locations, depending, this is the factors for the building. So if it's a residential building, or an office building, or a shopping area, you have different factors depending upon the building use. And then for snow loadings, at different locations. So the height of 1 mile above the actual sea level, 1 kilometre above the actual sea level, so less and above, you have different factors depending upon the snow loadings of the building. And the same applies to the wind loading. В верхней части таблицы мы видим, что эти факторы, эти данные различны для различного типа зданий. Будь то офисное здание, или торговый центр, или склад. Во второй строке содержатся данные, характеризующие воздействие снега на здание. Также в зависимости от того, на каком уровне от уровня моря находится здание,
вы будете брать тот или иной параметр. So this is the national annex for the UK. So as you can see at the top, it's NA, national annex. Это национальное приложение именно для Великобритании. And there'll be a different annex for every country. Для другой страны приложение будет другим. Okay. Partial factors of materials, so we factor the materials as well. So in the use of the material, we work out what the ultimate load is, the ultimate allowable stresses for that, and then we factor it according to this. So for accidental load on reinforced steel, the reinforcement in steel, we use 1. For persistent and transient load, i.e. everyday use, we would use a factor of 15%. So we would factor the ultimate load by 15% to give you a top due to the intolerance in the actual material. В использовании строительных материалов параметры также будут отличаться. Они будут одними для бетона и другими для железобетона. So for example, concrete would have a 50% increase, whereas steel only 15%. The quality control producing steel is far greater than the quality control producing concrete. Согласно этой таблице, получается, что использование стали лучше, чем использование бетона, и параметры это доказывают. And you can see the same for pre-stressing steel as reinforcing steel. The quality control in producing that particular product is far better and far higher than it is for something that's made up on site. И использование при напряженной стали также оказывается лучшим вариантом. Okay. And these are just parts of the code that talk to the stabilising action and stabilising action. And I think you would need to go through the code and see it looks at various parts of it. So when you're first designing it, and then further on how it is made sure that it's stable. Для того, чтобы проектировать здание, вам, естественно, нужно изучить и сам код и прочитать всю информацию о нем. Okay, so this is really to do with excessive deformation and rupture. So you need to look at all aspects of the structure, just not the load applied to it. То есть, если вы рассматриваете возможность деформации конструкции, вы должны рассмотреть все аспекты, а не только нагрузку, которая может быть в здании. Okay, these are just some small parts of the code. So the design actions. So if you look at permanent actions, leading variable actions, and accompanied variable actions, so different factors are applied depending upon whether the action is favourable and unfavourable. And this favourable and unfavourable is the way that the load is applied to the structure. Дальше мы видим, опять-таки, факторы, которые принимаются во внимание при проектировании. Они могут быть постоянными, могут быть ведущие действия и также сопутствующие действия. В таблице вы можете видеть желательные и нежелательные факторы. И в соответствии с ними берутся нужные коэффициенты. Это все также зависит от нагрузки, которая налагается на здание. For example, in a steel beam, if you place the load on top of the beam, it has a destabilizing effect. If you hang the load from the bottom of the beam, it has a stabilizing effect. То есть, если мы, например, возьмем стальную балку и применим нагрузку сверху балки, то получается дестабилизирующий эффект. Если снизу, то наоборот стабилизирующий. And this pulls out, this is just parts from the code, and this relates to the geotechnical actions. So you can see again a similar sort of expressions that are carried out, so unfavourable loading and favourable loading, depending on whether in a geotechnical structure, whether the load is applied to the wall, which means it will tend to turn it over, or whether the soil is supporting the wall. Здесь вы уже видите опять-таки выжимки из кодов, которые относятся к геотехническим параметрам. Опять-таки есть плюсы, опять-таки есть желаемые и нежелаемые параметры. И все опять-таки зависит от нагрузки. То есть, если, например, нагрузка на стену осуществляется с внутренней стороны и как бы ведет к ее
опрокидыванию, обрушению, либо нагрузка идет с другой стороны и ведет к поддерживанию стены. Okay. So, previously when we used masonry design, I don't think you do a tremendous amount of masonry design. Ultimate stresses we used in the previous code, but that relates to the strength of the mix of mortar. So we would have designed it slightly differently before than we currently do under the Eurocodes. So we look at a different way of designing. And the applies that are load that were the loads that are applied were factored. Ранее мы использовали кирпичную кладку, то есть, соответственно, все параметры были рассмотрены для этого вида строительного материала. Здесь тестировалась прочность кирпичей и цементного раствора. Также исследовалась применяемая нагрузка. Okay. And foundation design, previously the codes of practice would use an overall factor of safety. So we would tend to work out the allowed bearing capacity of the soil, which would be generally 2 to 3 times the ultimate bearing capacity. Также при строительстве фундаментов мы обращали большое внимание на фактор безопасности, то есть фундамент должен выдерживать нагрузку в 2-3 раза больше планируемой. Okay, if your students are able to access our UEL website as UEL students, then there is a process that allows them to get hold of the Eurocodes. So we access our website here, but you need to have a Athens account. So you could, our students on campus can access these codes without buying them, because we subscribe to a database. Если студенты вашего университета имеют доступ на сайт Университета Восточного Лондона в качестве студентов Университета Восточного Лондона, то они могут получить более полную информацию по Еврокодам. Но для этого они должны быть зарегистрированы в системе как студенты Университета Восточного Лондона. And this really tells you need to access on campus on the Athens account. So it's something we can explore whether your students will be able to access that. I'll just quickly finish this. Позднее мы можем проверить, есть ли у ваших студентов доступ к данному сайту. Okay. So these are some of the sites that refer to where the codes are available. But in practice, you download the bits you need. So don't print all the codes. 500 pages, some codes. Just one part. So if you was to carry out the design and you have access to the database, you download the code that you want to, and just the part of the code you need, because they're so big. Вы можете скачать коды из представленных источников, но не распечатывайте все коды, потому что это получится около 500 страниц. Соответственно, определитесь, что именно вам нужно, и обратите особое внимание именно на этот раздел Еврокоды. So I think it's worth exploring whether you have access to them as a UEL student. Далее следует объяснять только, если у вас есть доступ как у студентов Университета Восточного Лондона. Now, this may be, I don't wish to be derogative, and it may be the way you do things, but it may be that you have a different principle. But generally in the UK, we would, all calculations need to be able to be checked by a second engineer. So there's a preset way that we lay the calculations out so that every engineer understands what they're looking at. Okay? So you need to provide all the information for the supervisor. So the person checking knows what philosophy and the way you've designed things and what codes you've used and how you've used it. So we would tend to have on all of our students' work, and not just students but all consultant engineers will have a calculation sheet that has all this information at the head. Now you may do something exactly the same already, but it will tend to be laid out, they will all be laid out this way. Nationally, all engineers will do it this way. So there will be reference on the right hand side or left hand side, an output on the right and the calculations in the middle. And who's done the calculations and what date and who they checked by
and what the job reference is. So this is a standard layout for a calculation sheet for any civil or structural engineer in the UK, and they will all comply with this. В Великобритании вы должны предоставить всю информацию. Информация должна быть предоставлена в широком доступе. То есть вся информация по вашему проекту должна быть выложена в интернет, должна быть предоставлена контролирующим органам. То есть здесь вы видите непосредственно табличку, которая заполняется проектировщиком, инженером и которая предоставляется для изучения и инспекторами, и кем угодно, то есть кто угодно может ее рассмотреть. Здесь представляется информация о расчетах, о названии проекта, о человеке, кто его выполнял. Также указывается дата выполнения, имя инспектора, который проверил данную схему, данную детализацию, когда он это сделал. Также указываются ссылки на те коды, которые вы использовали. Okay, and they look like this. So this, effectively, the reference is what part of the code has been used, what clause number, what table number, the calculation that goes with it, and then the output, what the solution is. So, for example, this was looking at design a beam, and this has told us that the depth of the beam is 450 millimeters. So the output comes here, and you can see a summary of the design here. This has been done on a computer. Quite a lot of calculations are done by hand, and if you use computer software, it will produce it in that format. Здесь вы видите как раз пример данной таблицы, форма, которая была показана на предыдущем слайде. Первая колонка – это ссылки на коды, то есть именно какой код был использован, какая его часть, какой пункт, подпункт и так далее. В средней колонке идут расчеты, формулы, то есть как вы вычисляли тот или иной фактор. И в последней колонке идет результат ваших вычислений и решение предлагаемой проблемы. Данная таблица может заполняться как вручную, так и с помощью компьютерной программы. So I don't mean to be derogatory, you may already do this, but it's just the way that it's done in the UK. Может быть, вы это и не делаете, но в Великобритании делается именно так. So reference, calculation and comments, output, and that's it. И на этом презентация закончена. Thank you very much. If yesterday I scared that my student go to the London, today I don't afraid, because I will be invite Professor Hassan, Professor Ford, and his colleague in our university. Oh, thank you. Please, your questions for Professor Ford. Пожалуйста. Пожалуйста. The question is, like we all know that everything changes very quickly nowadays, like climate changes extremely fast. So I was wondering how flexible these codes are, and for example, if tomorrow the climate will be totally different from today, will it be still useful, that codes, or it will be needed to change it? Okay, the actual codes of practice with respect to design are unlikely to change fundamentally for a long time. They may adjust them slightly, but the actual principles of whether a steel building stands up and what size section you need is not going to change over the climate changes. However, the building regulations are almost meant to be future-proof, in so much there is a schedule of changing things over a period of time, such that the regulations that relate to heat loss and heat conservation have a set standard of values that will change over the next few years, so that eventually buildings will become neutral and carbon neutral. So there is an intention that the U values or the insulation within those buildings will gradually increase. And rather than bringing in a massive increase now,
they will slowly change, and they change every other year, so the value increases. That gives time for industry to adapt to those changes and produce or develop new materials which are capable of insulating buildings better and for less cost. So they are improving and changing, and will continue to do so. But the basic concept of the way that you design for a structural part of the building, those fundamental laws that won't naturally change. Основные законы строительства не подвержены, практически не подвержены изменениям. Таким образом, данный фактор не является проблемой. Если же происходят какие-то небольшие изменения, то, естественно, они учитываются. И, например, изменение содержания углекислого газа в воздухе, оно стимулирует уже промышленность, производство на создание новых материалов, которые были бы более устойчивы к внешним нагрузкам и именно к данному фактору, либо если слегка меняется климат, то опять-таки используются более термоустойчивые материалы. Также при составлении кодов учитывались прогнозы и возможные будущие изменения, то есть существует целая система, которая отображает возможные изменения. Таким образом, коды не нуждаются в серьезных изменениях. Окей, у меня вопрос, пожалуйста, профессор. Вот, я не увидел в Еврокодах и в английских требованиях требования по инсоляции. In Eurocodes and in British standards, we haven't seen the requirements for the system of lighting. Дальше. Здание ближе, выше, и сегодня у нас меньше солнца поступает в комнату. So nowadays buildings are built closer to each other and they are higher, so we have less sun getting into the room. Я акцентирую на гигиенических требованиях, которые по инсоляции. I pay attention to the hygienic requirements of lighting. Yeah, the building regulations don't stipulate distance between buildings, and they don't stipulate height of buildings or anything to do with the layout internally. They have no control over how big a room should be, or the only control they have in the windows is that the window size in a domestic building should be 25% of the floor area, and that's the only requirement, and 50% of that should be open. Еврокоды не регулируют упомянутые вами вопросы. Единственное, что они регулируют, это то, что площадь окон, то есть площадь остекления, должна составлять 25% от площади этажа. И 50% из данных от количества окон должны быть открываемыми. То есть... А как проектируется вот детский садик? Там заводятся микробы от того, что недостаток солнца. То есть вот все, что уже сказали, это касается жилых домов. What about, for example, kindergartens? If you are designing a kindergarten, and what regulations, again from the hygiene point of view, can Eurocodes give? The Eurocodes don't regulate that at all. Не регулируют таким образом. The annex and the safety for each country could regulate that subject to permission from the government. It really just relates to the loadings. That's all it does. The only way where that will be looked at will be at the stage where planning permission is granted on the dwelling. So there, the local authority would make sure that it has the right environment, there's sufficient space between the buildings, and enough
light coming in. But that's really just to do with the proposal for the development. The next stage, building control, looks at the fundamental, how it goes together and is it safe. То есть данные параметры учитываются при получении разрешения от планирующей группы. То есть когда рассматривается вопрос о том, насколько здание вписывается в окружающую среду, как оно будет влиять на развитие района. То есть в этом случае как раз вот эти параметры могут быть рассмотрены. В то время как строительные коды регулируют только именно строительные характеристики. И последний вопрос у меня. Как вы считаете, профессор Форд? Возможно ли введение требований по долговечности зданий? Is it possible to introduce requirements for durability of a building? Durability is in the actual, it will take place in the design codes in so much that it has to be resistant to the effects of the climate. So there's a certain amount of cover that needs to be provided to steel and to concrete. То есть, естественно, это рассматривается при выборе строительных материалов, то есть либо это будет сталь, либо бетон, то есть вот в рамках данного аспекта. А конкретно сказать, чтобы вот это изделие, гарантийный срок службы должен быть 200 лет, 100 лет, 50 лет, такого пока нет. So don't they have in the codes, for example, some guarantee for the buildings? For example, these buildings should stand for 100 years. But the design philosophy between these codes and buildings is that normal residential buildings are designed to last 60 years. And then other buildings have different design lives, yeah. But that's all due to the loads placed upon them. Все зависит от характера здания, то есть либо это жилое, либо промышленное, либо офисное здание. Для жилых зданий срок службы 60 лет. И, естественно, все это индивидуально для каждого здания в отдельности. But there's one other thing I forgot. In one of the building regulations is moisture control, and that is the penetration of rain on the building and the exposure of the building to rain, moisture and water. So there's a requirement that is water resistant, and that's in one of the building regulations rather than the Eurocodes. Один из строительных нормативов регулирует уровень влажности зданий, то есть насколько оно подвержено проникновению воды, то есть дождя или каких-либо других погодных условий. То есть это, данный аспект рассматривается не в Еврокодах, а уже в том законодательном акте, который существует в Великобритании. Еще вопрос, пожалуйста. Представьтесь, молодой человек. Did you know Russia creates their own national Eurocode or not? That's all. Okay, I honestly don't know where Russia is creating if their codes are similar to the European ones or whether they are creating their own to be in line with that. I don't know. Он не знает точно, то есть создают ли российство какие-то свои коды или пользуются Еврокодом? Это вы не по адресу спрашиваете. Это меня надо спрашивать или еще кого-то. Еще вопрос, пожалуйста. Маша, что мы степчим? Что там с серобетоном у нас? Кафедра проектирования зданий. Что у нас нет вопросов сегодня никаких? This is not an easy subject to sort of talk to you about with enthusiasm and gaiety, but I hope you enjoyed it anyway. То есть это достаточно непростая тема, о которой можно, то есть она достаточно сложная для объяснения, для понимания. Надеюсь, что вам было интересно. Ну что, всех поблагодарим. Спасибо.
Yes.